Всем привет, народ! Сегодня обзор примочек к часам Восток Амфибия. В данном видео у нас две крышки от разных производителей. Справа крышка из Польши, слева российская крышка. Обе крышки прозрачные. Обе немного отличаются по дизайну, по высоте, по стеклу и так далее. Сейчас мы рассмотрим все, посмотрим, как они сидят на руке. Я вам покажу их близко, чтобы была видна разница. Начнем мы с правой крышки, потому что она появилась у меня первая. Это крышка от Кристофа из Польши. Он продает их через eBay. У него там свой магазин One Second Closer. Также он на Фейсбуке есть. Вот, ник у него доктор Сейкаштейн на eBay. Крышку это я получил в комплекте с красивым силиконовым ремешком с логотипом Восток. Сейчас, к сожалению, он не со мной, но скоро я вам покажу его тоже. Стоит он на бочке в 90-м корпусе. А сегодня посмотрим крышку. Пока я не снимаю браслет, потому что хочу показать, как часы сидят на руке. Вот. Надпись у нас тут на английском. Scuba Divers, 200 метров, звезда, нержавеющая сталь. Также какие-то номера непонятные. Логотип его, так сказать, бренда. Вот. Как-то так это все сделано. Довольно высокая крышка, как вы видите, за счет высокого основания. Плюс вот этот скос тоже довольно высокий. Если посмотреть, как ротор автоподзавода там крутится, то видно, что там еще место в принципе есть. То есть можно было бы сделать пониже, хотя бы основание. Или сделать стекло меньше диаметром, тогда можно было бы скос сделать под другим углом, чтобы часы лежали лучше на руке. Давайте посмотрим, как сидят на руке часы. Ну, некоторые боятся, что часы будут слишком выпирать. В принципе, ничего криминального не вижу в этом. Не так уж они сильно и выпирают. Как-то так они сидят. Вот видно довольно хорошо. В принципе, носить их довольно комфортно. Производитель заявляет, что крышка водонепроницаемая. Охотно верю, потому что стекло выглядит очень массивным. Я специально для обзора поставил вот эти часы снова на оригинальный браслет. В том же корпусе 0,60. Но тут оригинальная крышка. Вот для сравнения я вам сейчас покажу, как смотрятся часы на правой руке. Вот для сравнения. Корпус 0,60. Вот это вот на правой руке с оригинальной крышкой. Посмотрите внимательно. Вот они, в принципе, очень хорошо руку облегают. Удобно сидят. Браслеты одинаковые по длине. Абсолютно. Вот на левой руке с польской крышкой. В принципе, я не считаю, что такая толстая крышка слишком некомфортна. Но, естественно, часы на правой руке сидят получше, если посмотреть внимательно. Но я говорю, дискомфорта в ношении этой крышки нет. Главное, чтобы воду не пропускала. Это мы узнаем чуть позже. Сейчас давайте сравним польскую крышку с крышкой от Миранома. Ту крышку я поставил на корпус 710, на министерскую амфибию. Вот так вот она все выглядит. Различие крышки от польской, то что диаметр стекла больше, крышка ниже. И за счет этого видно проставочное кольцо, в котором механизм сидит. Так как оно из пластика, вот такое вот кольцо, я его заменю на металлическое кольцо, которое я купил у того же производителя из Польши. Очень качественный, кстати, продукт. Сейчас видео я уже не показываю, потому что он уже стоит в часах. Мне, кстати, было довольно сложно поставить его на место. Вот если посмотреть, видно, что там стоит уже металлическое кольцо. Вот с таким кольцом смотрится хорошо. А с пластиком, конечно, оно бросается в глаза, если присмотреться. Стекло здесь у нас абсолютно ровное. На польской крышке стекло немного выпуклое. За счет этого очень красивые такие синие блики, светло-голубые, смотрятся побогаче. Эта крышка пониже, тут надпись, естественно, на русском. Тоже хорошо сидит на руке. Но, естественно, оригинальная крышка все-таки получше. 710 корпус имеет небольшой такой скос.
То есть уши немного загнуты. За счет этого толщина крышки немного компенсируется, и это не так дискомфортно. Если взять, допустим, корпус 110, где эти уши абсолютно прямые, то это будет вообще смотреться очень колхозно и также будет носиться. Сейчас я покажу, как смотрится это на руке. Тоже для наглядности одену на правую руку. Вот как-то так сидит эта крышка. В принципе, довольно плотно она сидит. Красиво. Вот слева польская, справа российская крышка. Обе крышки заявляют производители, что на 200 метров водонепроницаемые. Насколько это правда, не могу сказать. Тут у нас, кстати, стоит браслет тоже от Меронома. Очень хороший браслет с литыми звеньями, как раз для 710 корпуса. Нравится по качеству. Ничего не брякает. Сидит на руке хорошо. Вот как-то так крышка выглядит. Я говорю, без другого кольца проставочного не очень комфортно использовать это все. Мне стоило больших трудов это снять и поставить правильно обратно. Если будете снимать это кольцо, я могу вам посоветовать сделать следующее. Снять оригинальную крышку, потом снять сектор автоподзавода, вытащить заводную головку. После этого я рекомендую, я думаю, это был бы оптимальный вариант, ослабить винты крепления, там 2 винта, ослабить 2 винта крепления вот этой проставки и аккуратно пинцетом, желательно качественным таким вот советским или хорошим пинцетом толстым, за мост поднять механизм, вставить металлическую вот эту вот проставку и обратно опустить механизм, чтобы не повредить циферблат, чтобы не залапать его жирными руками. Поставить обратно ровно, чтобы все было, чтобы циферблат стоял правильно. И затянуть все это обратно этими 2 болтами. Я думаю, это самый простой способ. Я, конечно, сделал не так. И за счет этого, конечно, я очень много времени потратил на замену вот этой пластиковой детали на металлическую. Но я считаю, вот при такой низкой крышке и таком большом диаметре стекла эта деталь должна быть заменена, чтобы это все-таки смотрелось получше. Видите, он металл. Смотрится очень хорошо. Сейчас я еще расстегну этот браслет. Если получится, конечно, по-быстрому сделать. Так, расстегнули браслет. Теперь крышку видно получше. Вот, механизм, конечно, обычный, но хотя бы сектор автоподзавода с логотипом. Смотрится классно. Качественный продукт. Абсолютно плоская, видите, крышка, стекло ровная. Естественно, оригинальная крышка, вот 710 корпуса, но они одинаковые все. Она, естественно, в носке она удобнее. Но если хотите какой-то такой красоты, не совсем необходимой, то, пожалуйста, вот стеклянная крышка. Стоит она 14 евро. Польская крышка стоит 22 евро. Как бы решать вам. Самая лучшая крышка вообще вот. Вот. Самая плоская, самая лучшая крышка — это механизм на 17 камнях. Вот эта крышка вообще отлично сидит на руке. Часы очень хорошо обхватывают запястья. Такая вот крышка у нас. Давайте посмотрим открытый браслет с польской крышкой сейчас. Куда-то инструмент подевался. Попробуем открыть это все. Да, в Германии это называется Vorführeffekt. Когда хочешь что-то сделать, и ничего не получается. Вот открыли крышку. Посмотрите, как она здорово блестит. Блики такие синие. Думаю, даже при таком освещении на камеру видно, как оно отсвечивает. Крышка повыше и диаметр
стекла поменьше. За счет этого вот эту вот пластиковую вставку, и, конечно, видно, если так присмотреться, но так в обычном использовании не видно. Я думаю, здесь я тоже заменю ее. Правда, не так, как я делал на 710 корпусе, а так, как я вам сейчас объяснил. Вот такие вот крышки у нас сегодня в обзоре. В следующем обзоре постараюсь показать вам силиконовый ремешок от Кристофа, кто сделал крышки. Я ему, в принципе, написал уже, чтобы он сделал крышку пониже, чтобы вот это основание было пониже. Посмотрим, сделает он или нет, потому что видно, что как бы запас есть еще под стеклом. Автоподзавод спокойно ходит, но я думаю, можно еще сделать чуть-чуть поплотнее, чтобы он прилегал сильнее, чтобы крышка не так выпирала. Это, конечно, красиво, но хотелось бы, конечно, чтобы она была более плоская. А стекло, да, толстое, и оно, говорю, немножко выпуклое, смотрится очень здорово. Вот такой сегодня у нас обзор. Вам решать, какую крышку покупать. В принципе, мне больше нравится, если честно, польская крышка за счет того, что она более выпуклая, смотрится это богаче. Но наша крышка, там русские надписи, и она более плоская. Насчет водонепроницаемости время покажет, как все это сидит. Еще очень важный аспект. Эту крышку вот таким вот китайским дешевским инструментом сложно закрутить, не поцарапав. Мне пришлось вообще одеть вот кольцо и потихоньку вот этим вот, нажимая сюда, закручивать по часовой стрелке. Обычную крышку очень легко этим инструментом закрутить, не исцарапав корпус. Вот, вообще инструмент, конечно, для закручивания таких крышек не подходит. Поэтому, если будете крутить такие крышки, обязательно смотрите, чтобы крышка была до конца закручена. Потому что мне было сложно закрутить ее. Можно, конечно, попробовать пинцетом аккуратно закрутить. Вот. Да, ну и крышки, естественно, чтобы не поцарапать, лучше не класть часы на браслет, лучше хранить их на подушке или как-то, чтобы они не поцарапались. Но вот эта крышка я уже использую некоторое время, она не имеет ни одной царапины. Качественно очень сделана. Вот так она блестит, как видите. Быть бы еще немного пониже, вообще цены не было бы. Ну, по цене, конечно, она довольно дорогая, 24 евро стоит. Но смотрится очень красиво. Осталось только заменить вот эту пластиковую деталь, которую я благополучно снял с 710 корпуса с министерской амфибии. Будет вообще идеал. Когда это сделаю, я, наверное, отфотографирую эти часы и выложу на наш форум Watch.ru. Такой вот обзор. Всем приятного вечера и до новых видео. Пока.